Всем здравствуйте, меня зовут Сибирика, добро пожаловать на мой канал Сибила Таро. Сегодня ваш любимый расклад, будущий муж, посмотрим ваше знакомство, какой мужчина, что принесет, какие недостатки, какие у него достоинства и так далее. Варианта будет два. Нет, эту колоду я не хочу, эту тоже. Итак, два варианта, две колоды. Сегодня буду гадать с перевернутыми картами. Итак, первый вариант. Королева мечей, которая в данный момент вышла из каких-то ограничений. Что-то очень ограничивало, и, скорее всего, это очень было в голове. Поразмыслила, проанализировала, расставила все по полочкам. И вот, вуаля, ограничения пропали. Какое-то пресыщение, что-то надоело, какая-то ситуация. Королева мечей. Воздушный знак зодиака, может быть. Но не обязательно. Просто вы сейчас в мечевых энергиях, потому что очень много думали. Думали, гадали, по полочкам расставляли. Высшая сила. Могу я заглянуть в будущее нашей дамы? Да, говорит. Окей. Итак, что здесь за ограничения были? Привязанность была к семье, точнее, к семейным отношениям, в которых уже давным-давно не было и нет никакой стабильности. Вот такие дела. Как в финансовом плане, так и, в принципе, эмоциональная какая-то стабильность, ничего такого не было. Но очень были привязаны, очень прям не допускали даже мысли о том, чтобы закончить эти отношения. Ну, вы в этих отношениях были очень верны. Мужчина же наоборот. Жезловый, да? Жезловый рыцарь перевернутый. Такое чувство, что жезлик выгуливал по миру, да? Ну, в общем, в отношении вас ничего особо-то не распылялся, а вот налево, пожалуйста. Вы из-за этих отношений, из-за того, что сосредоточились полностью на этих отношениях, на этой семье, вы забросили какую-то свою мечту. А мечта у вас была какая-то большая, глобальная. И получается так, что про мечту вы свою забыли. Ну как забыли?
Ни времени, ни сил на исполнение своей мечты у вас не было, к сожалению. И вот сейчас, когда разрушили все свои ограничения, да, вот пришло это осознание, что сколько я вложила в эти отношения, сколько я вложила в эту семью, и получила ничего. Грустно. Сейчас вы на данный момент, в данную минуту, в каких энергиях? Сейчас наступил какой-то период облегчения, как будто сбросили тяжесть, сбросили груз, балласт. Так, перестали жадничать. Что у меня тут все перевернулось. Здесь такое ощущение, что вы как-то немножко подзакрылись, даже на встречи с подружками не ходите. В том плане, что такое ощущение, что нет сейчас доверия никому, даже к подружкам. Начинает вот это разочарование, опустошение, чувство потери, да, отчаяние, начинает потихоньку уходить. Обращались к Богу, просили, просите шанс на новое счастье, на новую семью, на то, чтобы любить и быть любимой. Урок вы здесь свой прошли. Урок на ценность, на свою ценность. Давайте посмотрим. Какой мужчина идет к вам? Какой будущий муж идет к вам? Одни перевернутые. Так, нет. Что-то я тут натворила, да? Мы не можем одни перевернутые трактовать. Что-то ты, говорит, начудила. Да, начудила, но поняла. Так. Мужчина у нас маг. Что-то мужчина тут соплю пустил. Немножко. Сопельку пустил. Что-то ждал. Думал, победителем будет. А получилось совсем нет. Не совсем победитель. У мужчины может быть необычная прическа, достаточно длинная для мужской стрижки, достаточно длинный волос для мужской стрижки. Здесь мужчина в какой-то ситуации не прибегнул
каким-то нечестностям, и поэтому резко ситуацию изменить не смог. Хотя мог, но отказался. Какой? Нет сейчас радости в жизни. Не может с холодной головой принимать какие-то решения. Все на эмоциях. Двигается в свое светлое будущее. Ну, здесь какой-то этап в жизни. Достаточно трагичный для мужчины. Но не в том плане, что здесь кто-то умер, нет. Здесь как развалилась жизнь. Можно было проманипулировать, можно было как-то нечестно одержать победу, но он не стал. Он не стал. Что он здесь за... Сейчас какой-то прорыв судьбоносный у мужчины. Скорее всего, в работе. Очень трудился, очень вкладывался в свое дело. Скорее всего, здесь свое личное дело. И тяжело было достаточно. Но сейчас прям какой-то прорыв у него. Не было у него в прежней семье ни стабильности, ни любви, даже ощущения дома не было. Бездуховные отношения какие-то были. Никак он не мог закончить эти отношения. Чувства, нам показали, да, что король мечей перевернутый. Не мог он никак с холодной головой принять решение, потому что вот чувства накрывали. Но в конце концов решение было принято. Решение было принято. Какой он сам? Мужчина сейчас идет в новое, плюс он сейчас в таких энергиях, что готов совершать поступки, которые никогда не совершал, даже безрассудные, да, шагать в новое вообще не глядя. Тоже прошел свой урок, тайно, никому об этом не рассказывал, хотя знал, возможно, обращался к помощи верховной жрицы, практика, чтобы пройти свой урок. Здесь также мужчина отказался в свое время от мечты. Сейчас об этом очень сильно жалеет. Тоже, как и у вас, была у него заветная мечта. Мужчина может быть известен в своих кругах именно вот по работе. Сейчас очень усердно работает над тем, чтобы получить финансовую стабильность и, скажем так, стать королем Пентаклей, стать стабильным мужчиной, хорошо зарабатывающим, обрести, скажем так, уверенность в себе. Потому что когда мужчина хорошо зарабатывает, он становится увереннее в себе. Ну, это такая мужская натура, да, чем больше денег, тем я круче. Ну, мужчина-добытчик, это нормально. Что ж, показывали почему-то в основном его события, что у него произошло. Сейчас попробуем посмотреть на внешность, на характер. Есть какая-то неуверенность в себе. Мучает до сих пор неуверенность в том, что поступил ли он правильно, что ушел, закрыл отношения. Потому что, понятно, разбитое сердечко, вот эти чувства накрывают периодически, и появляются вот эти сомнения и так далее. Внешность покажите. Мужчина здесь дьявольски красив.
Мужчина, для которого не существует каких-то ограничений. Колебаться не будет. Но здесь мужчина такой привлекательной очень внешности. На него здесь буквально женщины вешаются, западают. У мужчины не только внешность привлекательная, но еще и тело очень красивое, накачанное. Может быть татуировка на груди. Когда мужчина чего-то очень сильно возжелает, он не видит препятствий, не колеблется. Такой вдруг становится уверенный в себе. Жизнь научила, мужчина рассуждает так, жизнь научила строить отношения не покупкам, да, любовь, морковь, сопли, слюни, а как-то уже более взросло подходить к этому вопросу. И со стороны чувств, и со стороны ценностей, и со стороны финансов. То есть здесь уже более такое взрослое, зрелое видение семьи. Мужчина очень энергичный, любит быструю езду, любит погонять на автомобиле, может не только на автомобиле. Движение любит, занимается спортом, такой очень активный. Не получается у него быть таким холодным, хладнокровным, сдержанным. Все-таки мы видим, что хоть он и маг, хоть он и дьявольски красив, но он все-таки огненный больше. Здесь в нем много энергии, соответственно, и эмоции, и чувства. Но старается как-то себя показывать более холодным. Терпеть не может обманы, манипуляции, какие-то интриги, нечестные игры. И сейчас настроен так, что больше ни одну женщину он не воздвигнет на трон императрицы, что единственное и неповторимое. Ну, разбитое сердечко мы видели с вами. Также здесь для некоторых проиграется, что мужчина прекратил всяческие отношения, всяческое общение со своей матерью. Не хочу влюбляться, не хочу быть мужем, не хочу снова испытать это на себе. Ну, здесь достаточно такой потрепанный у нас мужчина. По жезловому королю сейчас в данный момент встречается активно с женщинами, ведет такой образ жизни, такой харизматичный, на него женщины вешаются. Такой оторви и выбрось. Да, не настроен абсолютно на любовь. Есть у него свои какие-то мечты. Человек достаточно мечтательный. Успокоилось у него все внутри. Гармония, спокойствие. Есть какие-то моментики, которые тянутся из прошлого, да? Но он работает над ними. Это вот, кстати, мне кажется, по поводу того, что да, что мечту свою не исполнил. Вот сейчас у него много там фантазий и желаний. Ну что ж, давайте посмотрим, как произойдет ваше знакомство. Как произойдет ваше знакомство. Не очень перспективненько, да? Будущий муж, который сейчас не нацелен на любовь, который всячески ее, возможно, избегает. Ну, все мы были
в таких энергиях после разбитого сердца. Где произойдет знакомство? Угу. Внезапная отмена дороги. Вы будете ожидать какую-то поездку, но эта поездка внезапно отменится. Мужчина вас увидит. Мужчина вас увидит и будет думать, гадать, замужем, не замужем. Очень сильно понравитесь. Я скажу по двойке кубков, и он вам понравится. Но какой-то между вами ясности не будет. Как произойдет встреча? Рабочие моменты. Какие-то перспективы по работе. Перспективы выйти, может быть, на повышение, может быть, на повышение зарплаты из пятерки пентаклей. То есть вы в этот момент будете как-то остро нуждаться в деньгах, и по работе вам выпадет возможность как-то свое финансовое положение улучшить. С этим будет связана дорога. Здесь такое ощущение, что отменят рейс. И его не совсем отменят, а вам придется ждать как будто другой рейс. Вот так произойдет знакомство. А что, он подойдет или что? Но здесь счастливый случай будет. Во-первых, мужчина будет, скорее всего, не на вашем рейсе. Но как-то счастливый случай здесь произойдет, что вы как-то столкнетесь. У вас рейс отменят, у него что-то не получится. Очень интересно. Девчонки, не буду дальше углубляться, потому что чем больше карт, тем больше непонятно, да? Самое важное это то, что у вас отменят рейс. И вы будете ждать. Все. Вот это самое важное, что вам нужно знать. Ну и то, что симпатия между вами возникнет сразу, это тоже абсолютно понятно. Итак. Что принесет этот мужчина? Что принесет этот мужчина в вашу жизнь? Ой. Не люблю я перевернутые гадания. Так это все долго. Ну, в смысле, с перевернутыми картами. Что принесет? Что принесет в вашу жизнь этот мужчина? Принесет стабильность. Ну, понятное дело, станет вашим мужем. Надежным. Железобетонным. Стабильным, приземленным. Ну, принесет он то, что в этих отношениях вы не будете уже ходить с протянутой рукой и отдавать, предлагать свои чувства, да? Кто понял, тот понял. Здесь вы будете ресурсной, ценной, красивой, потрясающей. Здесь мужчина будет вкладываться в вас. Никаких здесь импульсивных телодвижений в плане того, что каких-то необдуманных решений по порыву чувств не будет. Здесь мужчина такой стабильный, приземленный,
кирпичик за кирпичиком будет вкладываться и, скажем так, стабильно, спокойно выводить отношения каждый раз на новый уровень. Здесь все будет достаточно гармонично. Ну, смотрите, с вами он станет таким... Ух ты! Девчонки, смогу сказать совершенно точно, что мужчина, во-первых, станет вашим защитником, опорой. К совету этого мужчине вы всегда будете прислушиваться, и он всегда вам будет помогать в этом плане. Станет он вашим императором. Здесь и дети, конечно же, будут, и свое жилье. Ну, в общем, здесь такая целая империя будет построена. Что самое главное он сделает в вашей жизни? Он изменит вашу судьбу. В прошлом было какое-то воздействие на вашу судьбу. Как были забраны перспективы и шансы на то, чтобы быть счастливой, любимой. Именно любимой. Вот мужчина принесет, он разрушит вот это все окончательно. Здесь прям вот иерофант перевернутый. Здесь кто-то воздействовал на вашу судьбу именно на то, чтобы вы не были любимой. Да, вы любили, да, вы там вкладывались, но любимой вы себя не ощущали. Так, давайте еще посмотрим, какие недостатки у этого мужчины. Девчонки, смотрите, недостатком здесь показывает то, что мужчина как-то не будет с вами в сотрудничестве, в команде зарабатывать деньги, обеспечивать семью. Он уверен, что он должен делать это сам, один. Ну, это будет влиять, конечно, на ваши судьбы. Где-то вы, если бы вдвоем, то полегче, может быть, было, но здесь мужчина такой, что он считает, что он мужик, и он должен полностью обеспечивать семью. Ну, здесь показывается это как недостаток. Ух ты. Здесь такое ощущение, что мужчина, как недостаток, не может вовремя взвешать все за и против, да, успокоиться, подумать, взвешать, как-то в оборону встать. Здесь мужчина, такое чувство, что взрывной. Ну, здесь вот какие-то триггеры из прошлого. Вместо того, чтобы подумать и чего-то там взвешать, да, он сразу взрывается. Здесь проходит нам разбитое сердце, то есть я думаю, я не думаю, я чувствую. Здесь дело будет касаться ревности. Например, кто-то что-то сказал, вместо того, чтобы у вас уточнить, еще как-то уточнить, подумать, взвешать, мужчина будет взрываться. Ну да, недостаток. Так, а какие достоинства? Достоинства такие, что мужчина достаточно зрелый, каких-то необдуманных, скажем так, поступков импульсивных по пажику он совершать не будет. Здесь мужчина, если нацелился на победу, он победит любой ценой, не боится трудностей, не боится сражений, не боится конкуренции. То есть такой, ну, недаром его императором показали. Здесь еще достоинством показывается то, что мужчина, во-первых, планирует свои действия,
А во-вторых, вот это его харизма, да, по дьяволу, привлекательность, харизма, он с помощью этой харизмы очень многого добивается. Здесь показано это как достоинство. Материальное состояние какое будет у мужчины, когда он с вами познакомится? Новый этап в жизни будет. Угу. Здесь мужчина будет входить в свою силу. То есть какой-то абсолютно новый этап в жизни у него будет на тот момент, когда с вами познакомится. Возможно, новое дело, да. И вот у него, скажем так, должен был бы быть прорыв какой-то, но его не случилось. Тем не менее, здесь показывается, что мужчина все обдумает, чему-то обучится, войдет в свою силу и вот как-то переделает, переосмыслит, найдет другой подход в своем деле, к своему делу. Да, и здесь исполнение мечты, 9 кубков, радость. Давайте посмотрим, как вы будете ощущать себя в браке с этим мужчиной. Ну, как звезда. Вы будете чувствовать себя нужной, любимой, женщиной, о которой заботятся. И вы такая будете стоять, говорить: ой, я в прошлом так навоевалась, фу, выдохну, да, буду стоять и получать кайфушки. Никаких страхов, никаких сомнений, бессонных ночей с этим мужчиной у вас не будет. Давайте посмотрим, как ускорить вашу встречу. Угу. Начнем с того, что ваша встреча формируется обоюдно по Луне. Скажем так, вы можете ментально уже чувствовать этого человека, он может чувствовать вас. Здесь говорится о том, что ускорить можно, усиливая эту ментальную связь и приведя в баланс свои чувства. То есть здесь не должно быть никакой ненависти, обид. Вот прийти к какому-то балансу, к какой-то гармонии. Да, здесь для вас именно карты дают подсказку, что не нужно вам пытаться победить всех и вся, победить какие-то трудности, победить каких-то людей. По королеве мечей остыньте, подумайте, нужно ли вам вообще что-то кому-то доказывать, за что-то биться, может оно не дается вам, ну и не надо, может оно не ваше. И здесь еще говорится о том, что наконец поймите, что вы сейчас не императрица, вы не мамочка, вы не жена, вы свободны абсолютно. Сбросьте с себя какие-то ненужные обязательства, какие-то ограничения, которые раньше у вас были, как у замужней женщины. Живите полной жизнью, но при этом не отключайте голову. И прежде чем совершать какие-то поступки, прежде чем за что-то биться и что-то доказывать, подумайте, а оно вам надо? А оно вам надо, да. Потому что здесь солнце перевернутое и королева кубков. Ну, как бы, оно тебе надо вот это потом расстраиваться, оно тебе надо вот это вот чувство свои, там, энергию свою куда-то вливать. Может, эта победа, она тебе и не нужна, иди ты дальше. Здесь вот в таком плане, девчонки. Вот такой у меня был первый вариант. Первый вариант был с трактовкой перевернутых карт. Второй вариант будет обычный, как обычно. Захотелось мне что-то перевернуть карты, а со вторым вариантом расхотелось.
Так, давайте посмотрим, какая дама у нас здесь пришла на расклад. Очень справедливая. Дама, которая может работать, в принципе, в правоохранительных органах. Карты очень хотят говорить, выпрыгивают. Справедливая. Вот не выносит этот человек какой-то несправедливости. Вот не выносит. Категорически. Ей все равно, этой женщине. Опасно это для нее, не опасно. Если она видит какую-то несправедливость, все. Как говорится, ручник убран, газ в пол. Угу. Был любимый человек. Был. Почему был? Потому что очень... Ну, любили вы какого-то мужчину очень сильно. Здесь мужчина может быть такой вот внешности интересной. Бородка такая красивая, ухоженный такой прям. Золото, может, любит. Какая-то подвешенная ситуация была. Как говорится, ни тудым, ни сюдым. Топтались на месте, и вы такая взвешали все за и против. Пошла-ка я вот кузовочек за плечо и почапала. Так, интересная дама. Про что я и говорю. На дне колоды 8 мечей, какие-то ограничения сама себе взяла и сняла. Правильно. А что ждать? Жизнь идет, время идет, годы капают. Надо Господи, жить свою прекрасную жизнь. Трансформация тут у женщины была. По энергиям чувствую, что была. Здесь женщина как переродилась. Могла измениться даже во внешности. Могла очень сильно похудеть. Могла сменить стиль одежды, прическу. То есть здесь женщина изменилась кардинально. Так прекратите переворачиваться. Да, изменилась кардинально и погнала. Здесь у нас королева кубков. Водный знак зодиака, может быть. В прошлом, как и говорила, были чувства, была любовь. Очень сильно любили этого мужчину, видели его своей парой. Здесь женщина может иметь седой волос, а может быть краситься вот под седину, да, вот такой цвет пепельный, или как он там называется. Белую одежду очень любит, вообще белый цвет. Такая у нас дама нарядная. Высшие силы, позволено ли мне заглянуть в будущее этой дамы? О, да. Погнали. Обожаю таролога. Мощный порог. И вот это вот ее. Погнали. Кто не смотрел, посмотрите обязательно. Очень необычный таролог. Я ее просто обожаю. Это такая... И вот эти фразочки «дама нарядная» и «погнали» это вот оттуда. Женечка, привет тебе. Так, ну что ж. Обожаю, да. Это вот моя любимка среди всех тарологов. Мы смотрим друг друга, тарологи. Ну, не знаю, как другие. Я всегда смотрю других тарологов, потому что мне очень нравится смотреть, наблюдать за тем, как один инструмент в разных руках по-разному работает. Да, по-разному. Кто-то сдерживает себя, кто-то себя сдерживает. Ну, дама наша, наверное. Хопа. Да, сейчас какое-то непростое времечко. Непростое, какое-то опустошение. Да что ж ты будешь делать? Здесь дама у нас обращается к высшим силам. Какая-то усталость, опустошение, вот устала бороться, устала за все сражаться, и сама с собой бороться устала. Но здесь трансформация была, поэтому, естественно, человек устал, потому что это колоссальная работа проделывается над собой, над своим сознанием и вообще, в принципе, над всем, и даже над своим окружением. Давайте
Посмотрим поподробнее нашу даму. Есть планы на жизнь. Есть планы идти в новое. Есть планы... Ну, мне здесь как больше уйти от... Да, завершить с бывшим все. Но почему-то у меня появилось слово «но». Но как будто ничего не двигается с места. Так, не двигается, говорю, с места. Ну, потому что привязанность. Потому что вы ощущаете, как бы ни боролись, у вас вот дичайшая привязанность к этому мужчине. А почему вы так привязаны? Угу. Угу. Ну, потому что, как бы это сказать, вы себя без этого мужчины не представляете в какой-то в гармонии, в балансе. У вас такое вот идет ощущение по энергиям, что вы как будто... Такая фраза: без него я вообще никто, я ничего не смогу, ни денег заработать, ни вот не буду я красиво одеваться. Вот что-то такое идет. С ним я типа одета, обута, красиво выгляжу, денежки есть. Ай, так ли это высшие силы? Так ли это? Да нет, конечно. Они говорят, ты сама себе. Да, маг, что захочешь, то и будет в твоей жизни. Главное не сомневаться. Ну что ж. Понятно, да, здесь, я думаю, над чем нужно работать. Нужно убирать привязку к своему бывшему, ставить там окончательную точку, чтобы это карусел, кто успел, тот присел. Чтобы не было такого. Давайте посмотрим. Ну, наверное, как убрать эту привязку, да? Логичный вопрос. А понять, что все в ваших руках. И понять то, что ваши мысли в вашей голове генерируете тоже вы, не кто-то. Здесь ощутить себя на коне. Сделай что-нибудь, чтобы ощущать себя на коне. Добавь себе уверенности какими-то действиями. И защищай свои личные границы. Не впускай этого мужчину за пределы своих личных границ. Здесь об этом. Ну что ж, давайте смотреть, какой мужчина тут у нас в качестве будущего мужа нарисуется. Что за мужчина у нас? Что за будущий муж? Опа. Мужчина в движении. Здесь какой-то мужчина, который изо всех сил гонит к свету. Ох, если гонит к свету, значит, был где-то во тьме, да? Ладно, да прекратите. Угу. Не знаю, вот так или вот так, как они вывалились-то. Но здесь мужчина помудревший. Да ты посмотри, что такое? Мужчина на расстоянии с вами, не в вашем городе точно. Может быть, даже не в вашей стране. Но здесь по карте мир. Все, я поняла. Я поняла. Все, больше не тасую. Все. Какой мутина? Только сказала. Мужчина находится в другой стране. И встретиться с этим мужчиной сейчас проблематично, потому что границы закрыты. Здесь мужчина мечтает, точнее, желает, просит у высших сил, чтобы ему за все его, как говорится, мучения уже дали нормальную, стабильную женщину для семьи, для брака.
Какой мужчина, характер, покажите. Ух ты. Знаете, мужчина такой решительный достаточно. Решительный, не боится он ставить точку, не боится что-то разрушать, не боится меняться абсолютно. Достаточно очень быстро принимает решения, импульсивно, на импульсах. Как говорится, только подумал, уже пошла энергия. Мужчина одинок. Мужчина одинок. Ой, девчонки, сейчас чихну. Значит, будет точно 100% одинок. А может, не чихну. Чёртова аллергия, как говорится, да? Смешно, аллергия на собаку, и рядом лежит собака. Ну, а что делать? Не выкинешь я ее на улицу. Интересная личность, интересная. Такой очень сильный, девчонки, знаете, вот духом прям сильный. Духом бешено сильный. Вот я бы сказала, прям бешено. Понял, осознал, принял решение, тут же пошли энергии, тут же пошли действия. Замечательно. Какой еще? Мужчина дающий. Мужчина дающий. Мужчина вкладывающийся. Опять на расстоянии. Но знаете, какой-то мужчина... Вот вы знаете, он очень... Несмотря на то, что, смотрите, вот как интересно нам показывают. Мужчина, ваш будущий муж, он такой достаточно импульсивный, да, принял решение, тут же делает. Но в то же время он... Как-то вот у него внутри все сбалансировано, он в какой-то гармонии находится сам с собой. То есть у него конфликта с самим собой как такового не возникает. У него все в гармонии, все в балансе. Плюс мужчина... Ой, простите, девчонки. Аллергия. Мужчина достаточно известен в своих кругах. Достаточно известен. Кстати, смотрите, вот нам первые карты выпали, да, что мужчина в другой стране, у него границы сейчас закрыты. Также может проиграться, что мужчина не в другой стране, но как-то, как бы это сказать, как-то он очень отдален от вас. Вот ваша встреча как-то очень отдалилась и затянулась из-за каких-то ограничений. Это может быть ограничение с вашей стороны по поводу вашего бывшего, с его стороны и так далее. Но здесь вот как проиграется, что, ну, многие ощущают, у кого проиграется, те поймут, потому что по ощущениям уже мужчина должен был прийти, уже должна была бы быть встреча. Вот есть такое чувство, есть такое ощущение, что что-то затягивается, тянется, да. Может быть такое. Здесь мужчина окончательно поставил точку со своим прошлым и погнал, как говорится, в новое. Здесь, кстати, да что-то. Здесь, кстати, рыцарь Пентаклей немедленный. Он нормально так на скорости чешет. Что сегодня с этой колодой? Проговорила про ограничения. Ой, где он? Куда? Ух ты. Вот он. Про ограничения ваш этот кубковый выпал. Вываливалось. Вот и ограничения вывалились, да? Так, ну ограничения были с тем, что мужчина проходил свои уроки, вот по поводу бывшей. Поэтому как-то замедлялась ваша встреча. Плюс с вашей стороны ограничения. Все-таки для кого-то проиграется, вот кто поставил окончательную точку со своим бывшим, да, у тех проиграется, что мужчина будет иностранец. У кого, господи, кто окончательно поставил точку, да, мужчина будет иностранец. В той стране, где границы сейчас закрыты. Те, кто не поставили точку, вот здесь будет полное ощущение того, что уже этот суженый, ряженый должен был появиться, но что-то вот тянется, что-то не идет, что-то не едет, не лезет, вот где-то подзастряли. Господи.
Нет, они продолжают вываливаться. Мужчина очень романтичный, умеет ухаживать. Я еще раз повторяю, что мужчина очень гармонизирован, сбалансирован. Вот какой-то он спокойный, уравновешенный, такой защитник, наблюдательный очень. То есть здесь мужчина такой достаточно интересный. Где надо, он и по башке настучит, но в большинстве своем будет наблюдать, оборонять, на рожон не лезть. Такой вот, ну, как хочется сказать, зрелый, зрелый. Как произойдет ваше знакомство? Нет, это они продолжают вываливаться. Как произойдет ваше знакомство? У меня такое ощущение, что вы будете предчувствовать ваше знакомство, но в то же время вот как будто уже будете не надеяться. Вот такое ощущение, что да нафиг мне ничего не надо. Все, забор он из палок построила, стою и жду, только сунься. А здесь хоба на вам и подарочек. Прямо вот так вот идет. Хотя предчувствовать будете. Здесь вот мне идет еще как вот как во сне может что-то присниться. Как произойдет ваша встреча? Еще могу сказать совершенно точно, что вот какие-то, может быть, нюансы, может быть, прям сама встреча ваша, она еще только формируется. Только формируется. Сейчас посмотрим, выложим еще один триплет. Но может быть такое, что только формируется, либо какие-то нюансы формируются. Да, здесь вот у меня, знаете, такое идет ощущение, у вас у обоих начнется какой-то новый этап в жизни. Во-первых, вы с этим мужчиной абсолютно точно не знакомы, совершенно точно. Еще раз повторяю, вы с этим мужчиной не знакомы вообще. Здесь со стороны мужчины будут действия, будут проявления. Ну вот какой-то новый этап начнется. Либо у вас, либо вообще в принципе в мире, потому что границы там были закрыты. Да, девчонки, вот мне совершенно четко идет. Помните, у нас там еще ограничения были, не только ваши какие-то бывшие там в ограничениях, вот еще ограничения, граница закрыта. А для тех, кто не имеет проблем с бывшими, здесь вот идет как формирование вашей встречи, она еще только формируется, потому что вы сейчас проходите этап пятерки пентаклей, то есть опустошение какое-то, разочарование. Вот когда вы этот этап пройдете, выйдете в свою силу, у вас начнется новая жизнь. Вот здесь и произойдет встреча. К этому моменту ваша встреча уже будет сформирована. Единственное, что мне здесь говорят, что со стороны мужчины, что с вашей стороны будет очень сильное притяжение. То есть после знакомства с этим мужчиной вы будете о нем постоянно думать, вас будет к нему тянуть, и вы даже не можете объяснить, почему вас к нему тянет. Очень быстро вы станете жить вместе, очень быстро создадите семью. Быстро, очень. Здесь еще может говориться о том, что мужчина любит красный цвет на женщине, может красную помаду, может красные ногти, может там просто красный цвет в одежде. Нравится ему красный цвет, он будет на него действовать как на быка. Имейте в виду. Ну что ж, девчонки, давайте посмотрим, что он принесет в вашу жизнь. Что этот мужчина, ваш будущий муж, принесет в вашу жизнь.
Ох, с ним закрутится, завертится, действительно он будет вашим мужем. Вот как в прошлом уже не будет. Почему? Потому что здесь мужчина такой, я говорю, в нем сочетание, вот в нем как-то сбалансировано. Он, если надо, погнал, если надо, остановился, подумал. Вот такой вот прикольный мужчина. Ну и у вас здесь родственность душ, вы будете, он для вас будет совершенно родным, совершенно знакомым. Такие люди, которые понимают друг друга абсолютно. Вы будете его женой, королева Пентаклей, король Пентаклей, пара у нас здесь выпала. Вот, ну, десятка кубков. Я же говорю, здесь будет семья, причем очень быстро. Вот зарождение, импульс один, и все, и погнали. Ау! Ну, не удариться коленкой, это день прошел зря. Так, девчонки, смотрим дальше. Недостатки какие у мужчины? Ну, какие недостатки? Когда злой, и вот что особенно касается финансов, если у него что-то в финансах не получается, да, если вот он не чувствует себя в ресурсе, ну, может здесь и словом как-то ранить, и обрубить, вот, ну, такой жестковатый. Ой, недостатком здесь показывается, смотрите, что, девчонки, что у него вот как-то любовь и деньги, у него как-то сбалансировано, для него одинаково важно и любовь, и деньги. И вот я не знаю, почему здесь это недостаток, но вы, наверное, будете считать это недостатком, будете считать, что ваши чувства важнее каких-то там денег, но у этого мужчины на самом деле и чувства, и деньги, финансы, скажем так, на весах абсолютно равны, в равных пропорциях. Еще какие-то недостатки будут? Ну, мужчины будут присутствовать страхи по поводу свадьбы. Такое ощущение, что да, ваши отношения будут развиваться, и вы достаточно быстро станете вместе жить, и как бы уже и семьей считаться. Но вот именно предложение руки и сердца как-то он долго не будет делать, потому что вот страхи, сомнения, что-то вот у него триггеры какие-то из прошлого, да? Так, достоинство. Ну, какие достоинства? Например, когда вы будете злиться, рычать и кусаться, этот мужчина будет проявлять к вам любовь, заботу, будет очень мудрый, будет для вас как наставник. И успокоит, и нужные слова подберет. Вот такой вот иерофантик ваш. Да, этот мужчина достаточно умен, наблюдателен и мудр. Он будет делать все, чтобы вы ощущали себя любимой женщиной, единственной, неповторимой. Что-то пошло одно, потом другое. Подождите, девчонки. Такое чувство, что разные два потока идут. Лилу, ну зачем ты рвешь диван, прости господи? Я здесь однозначно могу сказать, что его достоинством будет то, что он всю тяжесть, все какие-то обязательства, ответственность возьмет на себя. Но о чем мне здесь пытаются сказать? Я не понимаю. Ой,
Господи, ну смотрите, девчонки, здесь такое ощущение, что вот для этого мужчины будет очень важно, чтобы у вас здоровый энергообмен был. Он вам любовь, вы ему любовь, он вам заботу, вы ему заботу. Если что-то он недополучает, у него сразу начинаются вот эти вот, как говорится, какая-то внутренняя борьба. Он сразу начинает, как говорится, копать и искать какой-то подвох, обман, а вдруг вы его разлюбили, вот тоси-боси, а ты меня не любишь. Вот что-то здесь такое, девчонки. А почему это его достоинство? Ну, наверное, потому что он как-то вот из этого состояния умеет выходить и снова радоваться жизни. Вот как-то умеет это побороть. Ой, девчонки, как-то так. Материальное положение какое будет у мужчины, когда познакомитесь? Да, отличное у него материальное положение будет. Как вы будете чувствовать себя в отношениях с этим мужчиной? В браке с этим мужчиной? Будете жить в своем прекрасном мире, в стабильности, в благополучии. Вот мне прям идет такая фраза: живу как в сказке. Вот как в сказке. Вот как мечтали, какие отношения придумывали себе, вот то оно и будет. Как ускорить вашу встречу? Как вы можете ускорить вашу встречу? Ой, блин, проще скажу уже, кто не развелся, разведитесь уже. А кто не в официальном браке, ну вы уже порешайте со своим императором что-то в конце концов. Время пришло. Время пришло. Да, откажитесь от вашего жезлового мужчины, от жезла его. Откажитесь, девчонки. От жезла откажитесь. Ой, идите в новое, плывите вон на своей лодочке к прекрасному своему светлому будущему. Но здесь с прошлым надо поставить точку. Я же сказала, у вас там разочарование, печалька, сопелька, а потом вы ходите в новую жизнь, в новые энергии и поплыли, погнали. И будет у вас любовь, морковь, счастье. Победитель ваш прискачет. Красавчик такой. А вы такая: я не такая. А он такой: нет, ты такая, ты прям моя звездочка, люблю тебя, не могу. Что, все? Ну ладно. Так, ну ваше раненое сердечко он излечит, там сердечко было. Почему мне здесь как два потока шло? Карт мало, но... Чё? Потому что два потока шло и... Девчонки. У кого-то будет прям такой победитель-победитель, а у кого-то будет такой прям воин-воин. Ой, как бы это объяснить-то? Вот здесь две разные энергии. И вот это я недаром вначале начала, что у кого-то будет с прошлым поставлена точка, но мужчина иностранец, границы закрыты, а для кого-то будет, что ваша встреча еще формируется, потому что вот какие-то ограничения и тоси-боси. Поэтому здесь немножко раздвоилось, а второй вариант, он совершенно точно идет на две энергии. Здесь два мужчины. Здесь два мужчины. Первый мужчина, который за границей, еще в Луне, еще вы про него ничего не знаете. А второй мужчина что-то в обороне какой-то, в ограничениях. Ну да, там еще может быть вопросы, уроки с прежней семьей. Девчонки. Здесь не скорая встреча будет, девочки. Не завтра. Угу.
Девчонки, здесь у кого-то 18 месяцев. Вот мне прям идет. Ну так, как говорится, лучше медленно, но качественно. Влюбленная императрица. Ну, здесь говорится о том, что ваша от вас никуда не уйдет. Будете любить, будете любимы, будете женой императрицей. Вот по магу могу точно сказать, что вот прям представляете этого вашего будущего мужа. И вот ваша сила мысли, она будет работать прекрасно, я бы сказала. Ничего себе, у нас уже час с лишним расклад. Вот это я затруднилась. Вот такой у меня был для вас расклад, девчонки. Напоминаю, что вы всегда можете записаться на личный расклад, и там я уже вам скажу совершенно четко, совершенно точно. Не буду 3500 вариантов, как на общем раскладе, говорить. У вас сейчас есть уникальная возможность. Я новогодние скидки запустила. Вы можете, в принципе, 3 вопроса задать про своего будущего мужа за 500 рублей. Если хотите прям вот такой же расклад «Ваш будущий муж» и подробно его посмотреть, 1500 рублей. И все. Вы все узнаете. Когда, что, где, почему, что сделать, что не делать. Поэтому, девчонки, обращайтесь. Пока что окошечки еще свободные есть. Пишите мне в Телеграм. Мой Телеграм Анна Сибирика 1987, по-моему. Ну, если что, под видео есть описание. Там все написано. Что-то я забыла свой Телеграм. Неподготовленная, да? Вот так, девчонки. Еще есть чистка, запечатывание на воске, чистка с помощью молитв. Я работаю только с молитвами, я работаю только с высшими силами. Я не работаю там с какими-то низами, черной магией и прочей хероборой, но мне не надо. Да простят меня. Сами знают кто. Ну что ж, девчонки, всем здоровья, счастья, любви, удачи, богатства, везения, любящего и надежного человека рядом. С вами была Сибирика. Увидимся в следующем видео. Пока-пока.